Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, продолжаю прохождение мода Лабиринт на Сталкер Зов Припяти. И в прошлой серии я остановился на том, что нам нужно найти ствол Бандоса, который у него сперли, пока он праздновал день рождения. Итак, найти жмотяру мне нужно. Может он быть либо возле аномальных полей, точнее, один чувак мне сказал, что он где-то возле аномальных полей попер за артефактами, другой чувак мне сказал, что он пошел на свалку трясти, собственно, таких лохов, как я. Ну, он сказал, как я, но паренек еще не догадывался, что наш главный герой, ну, вообще ни в каком месте не лох. Ладно, давайте пробежимся до аномалии, посмотрим, может, жмотяра там, но я что-то чувствую, что придется рулить на свалку. С другой стороны, типа, сказали, что путь на свалку перегорожен, и туда не пройти. Так, что-то я потерялся. Ага, туда мне надо бежать. Ну и потихонечку будем собирать нужные вещи для похода по катакомбам. Так, здесь я что-то забирал. Напоминаю, что нам нужны... Так, оно что, зависло? Не, отвисло. Блин, вот не люблю я движок этот X-Ray, вот глючный он до потери пульса. Вроде все нормально, а вот бывают вот такие вот пролагивания. Естественно, конечно, они больше раздражают, чем в принципе. Такс. А вот, судя по всему, наверное, и жмотяра. Такс, кто из вас? Ты у нас жмотяра. Привет, дядя. Что ты такой серьезный? Походу на легавого похож. Привет, жмотяра, разговор к тебе есть. Возможно, не очень приятный, не против? Валяй, только имей в виду, что кружить тут не надо, дураков нет, говори прямо, что хотел. Хорошо, но если прямо, то ты украл автомат Борова в ту ночь, когда он с дружками бухал. Ты чё, парень, совсем охренел, что ли? Чтобы я у братка украл что-то. Ты за кого меня принимаешь, мудила? Успокойся, не ты так не ты. Просто Боров очень нервничает из-за пропажи. Из-зи пропажи. Ну и попросил меня ему помочь. Тут еще Вован сейчас с собой сказал, что видел, как ты с автоматом уходил с базы. Вот я и подумал. Вован видел? Да когда я уходил с базы, Вована вообще на посту не было. Хрен его знает, где он шатался. Один валет изображал из себя караульного. А сам был в хлам бухой. Вот мой рюкзак. Видишь, в нем нет автомата. А слева от меня ящик. Можешь и его проверить. И передай Борову, чтобы он херней в отношении меня не занимался. Я пацан правильный. Ладно, не горячись. Просто у меня была информация, которую я должен был проверить. Все, проверил, теперь вали отсюда, а то если я заведусь, то тебе мало не покажется. Послушай, жмотяра, если бы не одно дело, которое я задумал, то поверь мне, от тебя бы уже мало не показалось, и дружок твой ничем бы не помог. Просто не хочу пока с вашей группировкой отношения портить. Как только я решу свои проблемы, тебе лучше не попадаться мне в зоне. Вот так вот, нагрубили, блядь. Жмотяре? Да по-любому они автомат сперли, ну вот по-любому. Я уверен в этом. Тебя как зовут? Сергуня. Сергуня Бандос. Какой-то фраер, реально. Сейчас я, блин, вернусь к этому Вовану, и он скажет: да не, все пиздешь и провокация, иди обратно, забирай автомат. Вот. Охренеть. Вот так вот пулю мне влепили. Да, убежать я не смогу, судя по всему. Ах, все-таки жмотяра, вот так вот, говнюком оказался. Оказался говнюком, и что, меня в одних портках выбросят в зоне? Сборы в дорогу, наказать обидчика. Пиздец, блядь, одним выстрелом просто уничтожили мне броню. Ну охуеть теперь. И что делать, наказать обидчика? Да наказать-то я их накажу, блин, где мне столько денег потом на ремонт брони брать? С одной плюхи просто броню в говно уничтожили. Такс, понятно, куда бежать? Ни хрена себе! У меня такое ощущение, что там не жмотяра был. Где ты? А где ты, солнышко? Нету солнышка. Сборы в дорогу, обыскать труп. Акашка. Бандос, и в экзе бандосской. Качок, бандит. Хорошо, ключ какой-то. Ключ от замка двери электрощитка. Забираем. Колбасу, наверное, давайте сразу сожрем и флешку берем. Больше, в общем-то, ничего не надо. Так, у меня такое ощущение, что тут кто-то... То ли кабан, то ли кто-то здесь бегал. Ну, что-то я не совсем понимаю, кто и где. Но слышу же топот. Где? Ага. Да, все-таки кабан. Все-таки мой сталкерский слух меня не подводит. Кабанюка. Так, ключ от электрощитка. Где электрощиток? Прочитать содержимое флешки. Наверное, собственно, на флешке и будет содержимое щитка. Так, автомат я этот не продам. Давайте смотреть флешку. Так, качок, плачу 5000. Нужно убрать одного фраера. Кликуха фанат. Уж больно сильно копает. После того, как успокоишь этого следака, проникнешь ночью на базу, заберешь трофей. Ключ у тебя имеется.
Так, АВ у нас оба В. То есть либо Валет, либо Вован. Они и тот у нас В. То есть кто-то из них скоммуниздил автомат. Проникнешь на базу, заберешь этот. То есть автомат где-то здесь на базе в электрощитке. Ну давайте искать. Если честно, мне даже страшно сейчас посмотреть, сколько мне будет стоить броньку починить. Ремонт, модификация. Можно вычинить? Так, ремонт. 2700. Ну, в принципе, ну не так уж и чтоб прям дорого. Могло быть и дороже. Как бы. Так, крепление оптики. Сменить калибр. Ну, мне пока это все не надо. И АК, это, конечно, такой автомат. Так, электрощиток. А где здесь электрощиток? Вот это вот вопрос, что называется. Я не знаю, где здесь электрощиток. Барыга, вот, может, у тебя интересно, что есть? Да консервных банок насобирал. А ты как думал? Так, у него вертикалка. Ну, противогаз можно купить. Хотя нахрена он мне? По-любому ж потом, блин, все выдадут. Где тут электрощиток есть, а? Я и не знаю, если честно. О, водочка, хлебушек. Украдем. Может, здесь где-то. Дверь заперта. Ну, что-то тут электрощитками и не пахнет. Тут тоже вроде нет. Опачки, патрончики. Патрончики скоммуниздим. Наверху. Ну нет, не может быть здесь электрощитка. Так, это, наверное... Боже ж мой, какие люди, браток, это. Забегай, если чё. Да забегу. Так, введите код открытия сейфа. Ага. Сейф. Код от сейфа. Здорово, Йога. Разгонись оно конем. Курить есть, перетрем малость. Не бойся, сталкеры освещают, на вас пойдут. Расскажи о себе. И поторговать с ним можно. Ну, поторговать с ним бессмысленно. Сейфик. Сейфик меня интересует. Но пока мне нужно найти электрощиток, которого я что-то не вижу. Ай, блядь, упал. Так, щиток. А, блин, опять вот эти подлагивания. Ой, когда уже сталкер переделал на нормальном движке, чтобы оно нормально все работало? Было бы круто. Так, техсервис. Что-то я реально не могу найти щиток. Здесь может быть электрощиток? Но вот Может, мне с тобой надо поговорить? Что тут делаешь, что на зоне? Ну, у него обычные, да, обычные и диалоги. учти, трещишь поменьше, поживешь подольше. Или с этими поболтать до встречи. Но с этим нет разговоров. Блядь, ну нету тут щитка, ну пиздец. Наверху. Ну и тут нету. Я хрен его знает, куда они этот щиток, блин, приколупали. Может, с этим надо поговорить? Нет, тоже нет. Пу-пу-пум, да уж. Вроде простейший квест, а в итоге... я не могу найти гребаный щиток. Ну нет уже, ну нету. Здесь нет. Так, там выхода с базы нет. Вроде как. А, вот он и щиток. Вот и щиток. Обыскать тайник, калаш. Автомат Борова. Автомат бандита Борова модернизирован. На 30% увеличена скорострельность. Ну, это хорошо. Это хорошо. Но если бы мне его отдали. Так, судя по всему, это квестовый предмет. Здоров, Боров. Боров, готов артефакты. Ой, вей, не как сталкер деньги заимел. Держи свой автомат, Боров. Не хочешь узнать, как он ко мне попал? Вот это нихера себе. Ищешь кого? Вернулся, красавчик. Почему не хочу? Даже очень хочу узнать, кто эта сука, которая у меня его стырила. Сначала прочитай записку на этой флешке с загадочной подписью в виде буквы В. А теперь слушай всю историю внимательно. Ну, кат-сцена, заставка, или что? Или что, или куда?
Да уж, занятная история получается. Ну а сам-то как думаешь, кто из этих четверых мушкетеров мог стащить автомат? Вован, Ворон, ежу понятно, что это Вавилон. К бабке не ходи, это точно Валет спер. И разного цвета. Так, а из того, что мне сказали, что бы по сути? Я думаю... Ну, кто-то из охранников, наверное. Или этот... Ворон, который обиделся из-за того, что они спорили. Или Валет. Которого не было на посту, или был на посту. Я думаю, короче, это Вован. Обосновать предъяву сможешь? Да как два пальца об асфальт. Ну давай, предъявляй, считай, что я Вован. Послушай, Вован, ты гнал полную пургу, когда рассказывал мне, что видел, как Жматяра уходил с базы. Ты врал, что он пошел на свалку, ты врал, что он ушел с базы в 6 утра. И самое главное, ты врал, что при нем был автомат. На самом деле, тебя даже не было на посту. Я думаю, что это как раз... Что как раз в это время ты уже ныкал краденый автомат Борова в электрощиток. А про автомат ты конкретно врал, чтобы подставить Жматяру и увести от себя подозрения в воровстве у братков. Когда же ты из разговора со мной узнал, что я направился на поиски Жматяры, то смекнул, что вся твоя брехня легко раскроется в моем с ним разговоре. Тогда ты решил отправить своего подельника Качка завалить меня. Это предъява, Вован, что скажешь в свое оправдание? А Вован плюнет тебе в рожь, скажет, что ничего он не крал, а просто в это время мирно спал, мля, и видел красивых девочек во сне. А врал тебе, потому что ты гнилой человек, и если бы он тебе сказал правду, то ты мог бы заложить Йоги его косяк на посту. И поэтому со своей предъявой ты можешь просто идти нахер. Как тебе такой вариант? Ну тогда я пас, сам думаю, кто украл, и сам же ему делай предъяву. Не ссы, сделаю. Правда, придется немного доделать твою работу. Ладно. Главное то, что автомат у меня, и все 4 кандидата на предъяву на месте. Теперь перейдем к твоим баранам. Хоть и херово, но дело ты сделал. Бабки есть, с тебя, как и договаривались, 5 косарей. Вот, держи 5000, гони арты. Ни хрена себе, какие мы крутые сталкеры. Надо Йоге сказать, что пора заканчивать браткам сидеть на заднице у костерка, а то, гляжу, у сталкеров бабло завелось, аж девать некуда. Ну хорошо, вот, держи свои арты. И советую побыстрее рвать отсюда когти, а то братва как просечет фишку, что сталкер жирными артами обзавелся, то вмиг снесет тебе башку. Это мы еще посмотрим, кто кому снесет. Пока, Боров. Ну, эти арты можно сразу и одеть, да? Снежинка у нас на восстановление сил, а пузырь на радиацию должен быть. Да, радиация минус 4. И как раз можно будет снежинку на восстановление сил. И, значит, сможем бегать. Так, фанат, как закончишь с артами, сразу ко мне. Есть мысль, как тебе снарягу и пулемет достать у военных. Сидорович, почему, блин, нельзя купить это за деньги, а? Как бы все решается деньгами, а вы меня, блин, как пацана по квестам гоняете. Так, выберите обычный. Чё тут бежать, так сказать. Но опять мне предлагают быстрое перемещение, что, в принципе, очень даже неплохо. И тут респект, конечно, создателям мода. Интересно, мне просто так сейчас про братков ляпнули, что, типа, узнают про арты и гоп-стопнут. Или будет какая-нибудь кат-сцена, где меня все-таки гоп-стопнут, и мне нужно будет отбиться. Ну, судя по всему, не будет. До деревни я добрался. Блин, броня убитая. Не нравится мне это, не нравится. Починиться или не чиниться, я даже не знаю. Ну, хотя, ладно, вояки сейчас выдадут военную броню, в ней уже и буду рассекать. Что притащил? Так, привет, Сидоч, проблема с артами закрыта. За такую скидку тебе большое спасибо от меня. Не благодари, дело-то общее. Да, этот прощелыга Боров не сильно выеживался. Сразу выкупить арты со скидкой не получилось. Пришлось немного поработать на этого барыгу. Но, как говорится, дело сделано, и арты у меня на поясе. Вот и славненько. Теперь слушай меня внимательно, парень. Все, что тебе нужно для похода, есть у военных, здесь, на блокпосту. Но получить это не так просто. Есть два варианта решения твоей проблемы. Первый — попробовать выторговать у них снарягу и оружие. С торговлей я тебе помогу. Второй — силовой. И здесь я смогу тебе помочь с оружием. Правда, во втором случае тебе придется убить их. Всех. Ну что, вариант первый? Мне еще пожить охота. Займемся торговлей. Говорить, что делать. Да, блин, я на второй вариант согласен. Я реально хочу их всех перебить нахер. Тогда к делу. Блокпостом командует майор Халецкий, бравый вояка. Правда, есть у него один грешок, который очень помогает моему делу. Деньги он любит больше всего на свете. Благодаря этому у меня налажен отличный канал по переправке хабара в зону и из зоны. Мне на днях как раз новая партия медикаментов должна поступить из-за периметра. Что глаза вылупил? Или ты думаешь, что аптечки сами в зоне размножаются? Короче, пойдешь вместо меня к Халецкому, отнесешь кейс с деньгами. Ну и заодно поинтересуешься у него там, что тебе нужно для похода вглубь зоны. Сидорович, а ничего, что там пулеметчики только и ждут, кого бы завалить? Или ты решил, что я Дункан Маклауд?
За это не беспокойся. Я предупрежу майора, чтобы он утихомирил своих гоблинов. Как переговоришь с майором, сразу ко мне. Я должен быть в курсе, как все прошло. Тогда другое дело, что понял с тобой тебя. такое сегодня? Да все со мной нормально, Сидорыч. Сидорыч, что-то с деньгами совсем хреново, не подкинешь работенку, что? Без проблем, правда, дело грязное, но оно стоит 6 штук, которые я готов тебе предложить награду. Рассказывай. Смотри, сегодня ко мне должен был прийти курьер с хабаром, который я заказывал еще на прошлой неделе. Хабар я до сих пор не получил, и уже не получу это 100%. За пару лет работы курьер никогда не опаздывал. Значит, что? Нет курьера и нет хабара. И я думаю, что это сделал Шилов. Ну, не своими руками, конечно, а чужими. Найди эту сволочь-исполнителя, сам лично расстреляю, чтобы другим сталкерам не повадно было на такие дела подписываться. Сидорович, с тобой лучше не ссориться. Это точно, слушай дальше. Нужно показать Шилову зубы. Поможешь мне его наказать? Считай, что получил у меня пожизненную скидку на товар. Оба-на, об этом я даже не мечтал. В общем так, Шилов ждет курьера с хабаром. Твоя задача ликвидировать курьера и принести хабар Шилова мне. Как говорится, око за око. Пусть Шилов в следующий раз своей тупой башкой думает, с кем связывается. Курьеры и его дружки сейчас тут недалеко свои задницы у костерка просиживают. Я думаю, пару часов они никуда не денутся со стоянки. Возьмешься? Да, всегда рад помочь. Тем более, что дело у нас теперь с тобой общее, Сидорович. Давай координаты курьера, оформлю все в лучшем виде. Ну чего стоишь? Ну, ликвидировать... Ну, проветришься, заходи. Ликвидировать курьера и охрану — это не проблема. Это не проблема, за 6 штук вполне себе. Еще и бежать недалеко, что радует. Ну, а потом к воякам уже попрем. 5 человек? Многовато, не 1, 2, 3, 3. Такс, привет, пацаны. Эй, клоун, аномальные ромашки собираешь в другом месте. Короче, вали отсюда. Просек? Угу, я только эти аномальные ромашки тебе в одно место засуну. Сразу свалю. Хабар гони. И был пацан, и нет пацана. Ой-ой-ой. Да елки-палки. Чё ж они такие живущие? И тоже, блин, с МПшками все. Ну, господи, блин, ребят, у вас хоть у кого-нибудь нормальная снаряга бывает, а? С таким говном, блин, курьеры, а? МПшка, КС-74У, ладно, хотя бы патроны из него. А не, его даже и продать можно будет. Так, вот он товар. Где у нас третий господин? Тоже с 74-кой. Это хорошо, это патрончики. Лишним не будет. Ну, плюс еще мы сейчас у Сидоровича скидку получим. И вообще все хорошо. Бинт, нормально. Ладно, к Сидору Воу. Как я в нее не влетел? Просто по аномалии пробежал. Погнали. Погнали на блокпост. Ну хватит подвисать, блин. Бесишь. Я думаю, оружие лучше спрятать. Подходи, не бойся. Стрелять не станем. Да я и не боюсь. Вы уже по мне стреляли, как бы. Солдатня. Не, ну модельки ничего такие, в горке все дела. Солдаты похожи на солдатов. Ой, Халецкий, дед тебя тут носит. И, судя по всему, я с тобой когда-то пересекался, потому что Халецкого я помню, он был в каких-то частях. То ли Дегтяреву он задание давал, то ли что-то в таком роде. Где Халецкий? Чё нету? А этот... У этого обычная моделька. А можно с пулемета пострелять, а? Дайте с пулемета пострелять, дядя военный. Не дадут. Ага, вот там вот Халецкий. Ну, погнали, погнали. Может, тут на первом этаже разжиться чем-нибудь можно? Нельзя? У вас тут ничего не лежит? Не прикрученного, а? Я бы с удовольствием спиздил. У вас там сейфик есть, не? Не пустите? Ну ладно. Так, Халецкий, зачем ты здесь, сталкер? Я от Сидоровича принес деньги. Давай сюда, дипломат, свободен. Майор, раз уж я тут, то есть у меня к тебе одно дело. Патроны к автомату кончились. 150 за пачку обычных и 250 за бронебойные. Устраивает? Ну, кстати, устраивает. Это дешевле, чем у, блин, торговцев. Да нет, патроны мне не нужны. А вот от броника, пулемета и шлема с ночным видением я бы не отказался. Сколько возьмешь за все? 100 тысяч. Если берешь, то бонусом пойдут патроны для пулемета. И не смотри на меня так. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что?
Сам живу и другим жить даю, понял? Слышь, умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официальная? Вот ты попробуй на нее прожить, ага. Так вот, за эти слезки мне полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один, зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. И я выживаю, как умею. Ёпарасты, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще чуток, и либо перестреляю всех, либо сам застрелюсь. Ну так что, берешь? Нет у меня столько денег, как будем договариваться? Дай подумать, с тебя 20-ка и одно дело. Короче, слушай. Наверняка тебе известно, что здесь на АТП братки устроили себе базу. За главного у них там Йога. Неделю назад я провернул с ним одно дельце. Он просил кое-что ему продать. За это он обещал заплатить 60 штук. Я свое дело сделал, но, как ты, наверное, догадываешься, денег до сих пор не получил. Я, конечно, могу вызвать пару вертушек, разнести всю их базу нахер. Но боюсь, что тогда... Своих денег я вообще никогда уже не увижу. Йога об этом знает, затаился, сука, и на связь не выходит. Наверное, надеется, что со временем я забуду про должок. Он меня просто хреново знает. Твоя задача вернуть мне мои деньги. Как ты это сделаешь, мне по барабану. Принесешь мой кейс с деньгами, получишь все, что ты хотел. По рукам? По рукам, майор. Надеюсь, что твое слово это не слово Йоги. Оу. Интересно, просто он как бы и так выполнил задание этого Йоги. И Йога ему должен 60. 20-ка, ладно, с меня. Выходит 80. Но при этом за пулик и за все остальное он у меня просит 100. Ну, как-то странно. По рукам, майор. Надеюсь, что твое слово не слово Йоги. А меня еще и эти патроны интересовали. Не? Нельзя купить. Баба с возу, кобыла в курсе. Да, баба с возу, кобыла в курсе дела. Ну ладно, пойдем трусить Йогу. Хотя я думаю, просто так его не потрусить. По-любому что же скажет: пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Ну типа, это у них по стандарту. Короче, побегай туда-сюда, еще и улыбайся при этом. Ну ладно, ладно. Пойдем Сидоровичу сдадим кейс. И получим у него скидку на все. Что вполне себе неплохо. И это, блин, я еще до катакомб не дошел. Это я только снарягу для них собираю. Как дела? Все прошло гладко, майор получил твой кейс. Молодец, а что с твоей темой? Халецкий запросил за все 100 тысяч. Знает ведь, урод, что у сталкера просто не может быть столько денег. Я думаю, что он специально загнул цену, чтобы подбить меня на решение его проблемы. Что за проблема? Дело он какое-то с бандюками провернул, а Йога, не будь дураком, взял и кинул Халецкого на 60 штук. Этот теперь рвет и мечет, и завалить Йогу не может, и деньги свои как вернуть не знает. Вот и пообещал мне снарягу и пулемет подогнать, если я его проблему с Йогой порешаю. Есть мысли, как Йогу нагнуть? Нагнуть Йогу? Только Йога предъяву сделаешь, тут же в тебя и порешат, братки, чтоб не лез не в свое дело. Что делать будем, Сидор? Будем хитрее, сделаем так, что Йога сам захочет отдать тебе 60 штук. Это как? Есть у Йоги одна слабо, он ярый коллекционер антиквариата. Ну там серебряные подстаканники, подсвечники, иконы. У него братки уже все доступные села и деревни в зоне прошарили в поисках таких шедевров. Сам знаешь, что после аварии люди покидали дома в спешке. Так что ценного старинного барахла много осталось. Теперь к делу. Где-то пару недель назад у Йоги пропала самая ценная икона в коллекции. 15 век. Икону похитил бандит Жматяра. Знакомый уже с ним. Откуда я знаю? Я его об этом попросил. Не удивляйся, Жматяра уже давно на меня работает. Первоначальный план был такой, что Жматяра похищает икону, а Фургон рисует ее точную копию. Кстати, Фургон в молодости иконописью занимался. Ты не знал? Рисует как бог. Дальше по плану Жматяра должен был подменить икону у Йоги. Дело было бы сделано. Все были бы довольны. Йога до конца жизни бы не понял, что в его коллекции не антиквариат, а мазня Фургона. Но план не сработал. Черт дернул этого Йогу показать икону кому-то из братков. Короче, пропажа была обнаружена. И сейчас Йога ищет того, кто украл икону. Дальше, думаю, уже смекаешь, что нужно делать. Сидорович, ты просто гений. Вот что бы я без тебя делал? Сейчас же пойду и поговорю с Йогой. Ты говори давай, чем? Так, держи хабар Шилова, все оформил в лучшем виде. Свидетелей вроде бы не было, но Шилов, думаю, сам поймет, что приключилось с его хабаром. Молодец, я доволен, Шилов знает. Получили 6 штук. Ну, нормально. Так, ну это стандартные диалоги, ничего интересного. Что по патронам? Блин, а капитан мне готов был за 250 пачку продать, а тут 1650. Охуел совсем Сидор, блин, с такими ценами. Ладно, спихнем автоматы, вроде на калашников патронов Братан, ты достаточно. не врубаешься? Мне нужен
Медузу пока продавать не будем. Пусть лежит, Ну, кушать не просит. удачной охоты, сталкер. Да, тебе тоже удачной охоты, Сидор. Так, да, обычный, блин, тут бежать не так далеко. Это если меня куда-нибудь там, не знаю, на антенны отправили или в Припять, вот там до туда реально на своих двоих пилить явно не в кайф. Там бы, конечно, быстрый переход сработал, а здесь можно и пробежаться. Тем более аномалий что-то тут совсем мало стало на кордоне. Так что можно хоть с закрытыми глазами бегать. Так, йоги, иконы. И реально, это я еще, блин, в катакомбы даже не сходил. То есть это я только на одной локации. А вроде как пишу, что здесь 9 локаций. Ну, как бы такое. Так, Йогель. Так, балабонь быстрее, чё надо? Нахуй идите сразу просто. Отстаньте. Не общайтесь со мной. Мне вот к нему. Есть базар, толкай. Нет, вали нах. Йога, есть базар. Толкай, только по-быстрому. Йога, я знаю, кто украл твою икону. Я могу помочь вернуть ее тебе обратно. Ну, нихера себе, вот эта тема. И кто же этот воришка? Нет, так дело не пойдет, Йога. Назначай цену, если она меня устроит, то будет тебе имя воришки и икона. 20 штук по рукам? Нет, не по рукам, 60. Ты чё, совсем охренел, сталкер, 60 штук? А чё не 100? А мне 100 не надо. 60 штук, чтобы покарать вора и вернуть икону, не такая уж и большая сумма за 15 век. По рукам? Ладно, фраер, твоя взяла, пусть будет 60. Тащи икону и не забудь прихватить что-нибудь из вещей ворюги для убедительности, так сказать. А то бабок тебе не видать, как своих ушей. Договорились, буду тебе доказательства, скоро вернусь, а ты пока приготовь деньги. Ну, считай по трещать. Я, если честно, думал, что нужно будет у Йоги из сейфа деньги спереть. Ну, там же не просто так стоит сейф, которому нужен код. Так, получить ключ у волка? Нет, мне нужен не волк, мне нужно... Сборы в дорогу поговорить с Сидоровичем. Так, что-то я не понял. Обычный, быстрый, да, обычный. Обсудить с Сидоровичем дальнейшие действия. Ну ладно. Обсудим, почему бы и нет. Хотя я думал, мне сразу надо будет идти к этому... чуваку валить и как бы все. Или икона у Сидоровича. А хрен его знает, короче. Будем разбираться. Поговорить так поговорить, небольшая проблема. Что притащил? Сидорович, все пошло по твоему сценарию. Йога, как говорится, клюнул. Готов отвалить за мою помощь 60 штук. Что дальше? Отлично, вот держи кейс с мазнёй фургона. Отдашь Йоге, заберешь деньги и можешь чесать прямо к Халецкому, забирать свое барахло. Есть небольшая загвоздка. Йога просит принести какую-либо вещь ворюге, как доказательство того, что я его грохнул. Мне нужна вещь жмотяра или какого-нибудь другого бандюка, на которого я свалю кражу. А вот это проблема, ничего такого у меня нет. Что будем делать? Чё, сам знаешь чё, придется жмотяру отправить к праотцам. Возможно, оно и к лучшему, да и Йогу не нужно держать уж совсем за идиота. Доказательства должны быть стопроцентными, иначе, если хоть на йоту легенда будет неправдоподобной, то конец и тебе, и всей нашей затеи. Так что придется тебе, парень, убрать жмотяру. Как сделаешь дело, заберешь его в Винчестер, он один с таким по кордону таскается, и предъявишь Йоге. Все усек. Я думаю, что говорить со жмотярой нет смысла. Он ни за что не отдаст мне свою пушку. Ни за просто так, ни за деньги. Значит, остается только его валить. На то мы порешим. Жмотяру найдешь здесь, недалеко от бункера, на север. Он наверняка у аномалии ошивается. Удачи, сталкер. Это ты верно подметил, Сидорович. Йога не так прост, как кажется. И то, что он так легко пообещал мне отслюнявить 60 штук, меня даже настораживает. И даже имея все доказательства на руках, я уверен, разговор у меня с ним будет непростой. Я думаю, что справлюсь. Я справлюсь. Ну чего стоишь? Ой, Сидор, блин, я же честный сталкер, а ты из меня убийцу делаешь. Если честно, странный поворот сюжета, но это, конечно, будь здоров. относится к создателям мода. Ну, то есть, по сути, фанат такой просто с легкостью подписывается на какую уже по счету мокруху. Курьеров завалить, груз украсть, сейчас бандоса завалить и так далее. И, типа, вся мотивация в том, что, ну, типа, мне просто нужны деньги. Ну, блин, это не круто. Чем я отличаюсь от бандосов, если тупо за деньги валю людей? Ну, как-то, мне кажется, фанат, тем более он помощник волка. Так, а чё не поднимается предмет? Поднялся. Так,
Сборы переговорить с Йогой. Ага, это его винчестер, да? Да я бы его и сам на самом деле потаскал. Такой винчестер. Давайте хлебушек съедим. Тут у нас ничего нет. У тебя что было? Акашка. И патроны на акашку. Не знаю, продастся эта акашка, не продастся. Ну, вот как-то так. Поэтому я бы сказал, что именно по действиям фанат редкостный мудак. Он просто валит людей тупо потому, что ему нужны бабки. И чем он лучше бандита или наемника, я, если честно, не совсем понимаю. Это даже, блин, сделано было не во славу Монолита. Вот если бы во славу Монолита, я бы все понял. О, сука. Ха, аномалия бахнула, а хп не забралась. Видно, у меня счастливая жопа. Бандосы? Вроде бандосы по голосу. Раз уж я такой плохой, пойду еще и бандосов завалю. Хотя... А, нет, тут их кабаны завалили. А много вас тут. Все, успокоились. Ну и хорошо. А мы как раз и акашки с них поснимаем. Может, что продать получится. Так, граната, ладно, пригодится. Я бы, конечно, не отказался от лимонок. Но и РГДшки тоже пойдет. Так, тоже калаш. Граната забрали. Там труп лежит, это я завалил бандита в экзе. И еще один с калашом. Ну, хоть какие-то патроны на самом деле. Можно, чтобы не покупать. Нормально. Нет, вроде все автоматы даже можно будет продать. Окей, разживемся еще немножко деньгами. И потом уже тогда можно будет замодить полностью сразу бронежилет военного, который мне Халецкий даст. Если, конечно, даст. Если он еще не кинется с этой всей лабудой. Так, для начала к торговцу сбросим ненужные стволы. Здоров. Что думаешь о Йоге? Расскажи. Ага, вот эти два он не возьмет. Вот эти только два возьмет. Ну ладно. Продаем то, что есть. 1200 рублей тоже на дороге не валяются. А это выбрасываем. Погнали. Что скажет Йога? Но что-то у меня ощущение, что ничего хорошего он мне не скажет, и мне сейчас придется валить всю базу. Почему-то, я так думаю. Точнее говоря, так, мне Сидорович дал икону, которую нарисовали, то есть левак. Я думаю, он поймет, что это левак. Йохан и Бабай, человек, я уж думал шмалять. Да ты не боись, побухти просто без тяжких телесных. Я сделал все, как тебе и обещал. Деньги приготовил? Сначала икону покажи. Если все на мазитах, да и за деньги поговорим. Смотри, эта икона. Она родимая. Так, ну и кто эта гнида, которая у меня ее дернула? Жмотяра, правда, ответить тебе за кражу он уже не сможет. Вот, сука, пригрел гниду на груди. Точно, это его винчестер. Ты, смотрю, ушлый парень. Короче, Йога, я дело сделал. Икона у тебя. Жмотяра зажмурился. Как ты и обещал, гонишься от косарей. Слушай сюда, фраер, и запомни, что Йога всему цену знает. То, что ты сделал, тянет от силы на 30-ку. Хочешь получить еще столько же, придется поработать на Йогу. Тут из темной долины, темной лощины к нам кровосос в гости пожаловал, пацанов моих положил. Завалишь кровососа, получишь деньги. В одиночку на кровососа мы так не договаривались, Йога. Вот и считай, что уже договорились. Все, базар окончен. Валишь кровососа, получаешь деньги. Еще увидимся. Ты, браток, это... Да мне, блять, вас легче завалить вместо кровососа. Всю вот эту гурьбу. Еще и дропщика нормально поднять. Ну ладно, кровосос так кровосос. Не самая большая проблема в нашей жизни. На самом деле, вот сколько я играю в Сталкера, меня больше снорки раздражают, чем кровососы. Кровососы какие-то, ну, нормальные, что ли. Ну, посмотрим, как они здесь реализованы для начала. Потому что может оказаться херня такая живучая, что я просто охерею. Ну, патронов мне уж точно хватит. Так, по-хорошему бы его дернуть. Слышу. Ну и где? Где-то есть. Так вот. Где-то тут был. Че, назад побежал? Кровосися, я тебя слышу. Вот только где он? Право, лево, где? Ага. Вот и все. А вы боялись. Никогда не думал, что можно с кровососом в одиночку справиться. Господи, блин, я его положил просто одной очередью. В чем проблема-то, а? Реально, был бы нормальный дробовик, вообще бы, даже бы не напрягся. А тут он с одной очереди с калаша отлетает.
Какой-то изенький кровосос. Можно было на самом деле не на самом высоком уровне сложности играть. Я же вроде не на самом высоком. А, ну я на ветеране, есть еще мастер. Ну хрен с ним, ладно, начал на ветеране и закончу на ветеране. В конце концов, я здесь больше за сюжетом, чем за рванием жопы по поводу неубиваемых мутантов и всего остального. Так, Йога, готовь бабки. Ну что-то, мне кажется, и сейчас он мне бабки не отдаст. Что-то у меня такие подозрения. Кровосос мертв, гони деньги, Йога. Скажи мне по секрету, фраер, ты сам от страха не сильно обделался? Не твоего ума дело, где деньги, Лебовский, блядь. Не ссы, я за свой базар отвечаю. Вот флешка с кодом от сейфа, что в углу стоит. Деньги в сейфе, забирай. Я думаю, такому ушлому, как ты, 30 секунд хватит, чтобы утащить свою задницу с моей базы. Но а не успеешь, значит не судьба. Вот так и знал, что лучше с тобой никаких дел не иметь. Слово твое гнилое, Йога. Так, флешка. Йога. 835-977. Блять, выключись. Ну, считай, потрещали. 835-977. Обыскать. Взять все. 13 секунд. Ёбаный насос, нахуй. Ёбаный насос, я ж не успею. Я не успею. Не успею 5 секунд. Блять, хватит тупить, хватит тупить. Ну, вроде успел. Вроде успел. Ёбаный нахуй. Нормально, начали стрелять. По-любому же они бессмертные из-за того, что квестовые. Вот суки, а. Так, что тут я еще спер? Desert Eagle я спер. Аж 200 патронов на него. Что неплохо. И... деньги. Портфель 60 тысячами денег. 60 тысяч денег. Так, наверное, сожрем аптечку. Ой, перевяжемся. Ну, в принципе, бабки насобирал. Значит, сейчас получу военный броник и пулемет. Блин, пулемет, нахер мне пулемет? Один из самых неудобных стволов в сталкере, вот реально. Не, там кого-нибудь псевдогиганта валить, конечно, да. Но тягать, на него еще патроны весят хрен знает сколько. Короче, не клевая штука, вообще не клевая. Здоров, Халецкий. Дело сделано, майор. Йога отдал деньги. Хотелось бы взглянуть на них. Взгляни, 60 тысяч, можешь не пересчитывать. У меня все как в аптеке. Отличная работа, сталкер. Итак, с тебя 20-ка, ну как договаривались, и получишь все, что просил. Может, сделаешь скидку, поверь, что отжать у Йоги 60 тысяч было нелегким делом. Здесь не супермаркет, сталкер, и сегодня не черная пятница. Как и говорил, с тебя 20 штук. Правила знаешь, нет денег, нет торговли. Держи, майор, деньги. Хотелось бы сразу забрать то, что заказывал. Так, получено КС-74У. Забирай барахло, на этом все, сталкер. Как только отойдешь метров на 200 от блокпоста, наша дружба с тобой закончится. А почему он мне дал АКС-74У, кожаный плащ, противогаз и так далее? Майор, это не то барахло, о котором мы с тобой договаривались, это обман. Обман? Да вы все тебе и такое сойдет. Давай, сталкер, вали отсюда, пока я добрый. Только ладно, то, майор, земля круглая, еще увидимся. Вали отсюда, пока цел, лошара. Вали. Вот пидорас, а. Вот пидорас. Говна мне напихал, блин, полные эти. Сидор, я ж тебе говорил, надо было сразу со второго варианта начинать. Вот реально. Перевалить их к чертовой бабушке. АКСУ, блядь, выдал. Педрила, ой, педрила. Да, ёбаный нахуй. Вы-то откуда тут взялись? Пиздец. Патруль. Откуда я знал, что он там есть? Ладно. Надо как-то решать. С броней да с пулеметом. Ну, здорово. Я вернулся, Сидор. Как все прошло? Майор, сука, меня кинул. Деньги взял, а мне всучил не ту снарягу и оружие, о которой договаривались. Ты бы знал, как я зол, Сидорович. Уйми свой гнев, парень. Значит, пойдем по второму варианту. У меня все подгорает. Завалю их всех нахрен. Заберу все, что мне нужно. Слушай внимательно, если ты успел заметить, то в подчинении Халецкого 12 бойцов, плюс 2 охранника и водитель. 4 пулеметчика охраняют блокпост на вышках, 5 бойцов на территории и 3 бойца разведка. Сначала тебе лучше избавиться от разведчиков, днем они частенько сидят на привале, да только что я их встретил. Что на юго-востоке от нашей деревни. Затем самое сложное, это нужно снять пулеметчиков. С разведчиками мне все понятно, завалю их здесь, на привале. А вот с пулеметчиками проблема, дергаться на них без хорошей оптики это дохлый номер.
Верно мыслишь, поэтому ты пойдешь к привратнику, скажешь, что от меня. Торговля стволами — это его стихия. За хорошие деньги или артефакты он тебе любой ствол из-под земли достанет. Договоришься с ним, считай, что уже полдела сделал. Да, есть одна проблема. Халецков оставь в живых. Так как ни крути, но у меня с ним бизнес хорошо налажен. И мне не хотелось бы терять такого ценного партнера. Дай ему уйти. В свою очередь, когда дело будет сделано, и я удостоверюсь, что Халецкий остался жив, я компенсирую тебе то, что ты потерял в результате его кидка. Понял тебя, надеюсь, что привратник будет заговорчив. Так, давайте вот это говно, которое мне выдали, продадим. В принципе, Абакан можно было бы взять. Хотя нахрена... ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Шоколад, что Абакана, одна херня. Ты бы еще... Ладно, да, консервных банок насобирал Сидор. Удачной охоты, сталкер. Если б я еще и консервных банок насобирал, ты бы вообще был счастлив. Так... Ну давайте быстрым способом перемещения, чтобы лишний раз не бегать, почему бы и нет. Раз уж придумали быстрый способ перемещения, то надо его использовать. Где этот привратник находится, интересно? Да, Халецкий гнида, гнидота еще. Кинул меня честного сталкера, который спокойно берется за убийство, потому что ему просто нужны бабки. Интересно, кто больше гнида, Халецкий или, собственно, наш фанат. Мне кажется, они стоят друг друга. Еще и этому, и Бандосу икону Левакову всучил. Тоже ж ведь поступок, мягко говоря, пидорский. А, привратник у нас на северном блокпосте. Ну, понятно. Так. И куда ты прешь, сталкер? Проход на свалку закрыт нахрен. Тут это, как она? Анна, тьфу, бля, хрен вы говоришь, аномалия, во. Короче, эта фигня образовалась и не рассасывается. Так что, если тебе на свалку, то ты просто тупо... прогнал порожняк. Можешь разворачиваться, херачить обратно. Главное, не ссы. Мы за прогон порожняка бабла не берем. Все нормально, братки, я в курсе, я к привратнику пришел. По-моему, раньше этот БТР стоял вот просто вот здесь. А ты шо, танкист дохуя? И ты танкист. Вы чё, все с этого БТРа, блин, повылазили? Господа бандосы. Опачки, ящичек. Ящичек что? Ящичек надо обыскать и что-нибудь спиздить. А? Калаши с подствольниками, с глушителями. Та ты шо, прям дорого-богато. О, сталкер, что надо? Здоров, привратник, я от Сидоровича. Здорово, от Сидоровича, говоришь? Ладно, не тяни, балабон, что нужно. Нужен ствол с хорошей оптикой, с хорошей убойностью. Зачем тебе такой ствол? Кое-кто из сталкеров меня сильно досаждает, и я хочу, чтобы этот геморрой закончился. Не переживай, этот перец не из вашей группировки. Вообще-то мог и не отвечать, я просто так спросил. Такой ствол будет стоить порядка 80 тысяч. Подтянешь? Нехило. А если я тебе скажу, что ствол мне нужен, чтобы завалить военных на блокпосту, скидка будет? Военных на блокпосту? Не смеши меня, парень. Ты и ствол-то расчехлить не успеешь, как пулеметчик из тебя сито сделают. Дохлый номер. Хотя... Что замолчал? Что хотя? Неважно, одним словом, будет тебе скидка 54 тысячи и ствол твой. Заметь, я даю ствол по себестоимости. Ни хера себе у тебя наценка. Впрочем, твоя скидка меня не спасает. У меня все равно нет таких денег. Как будем договариваться? Договориться хочешь? Тогда слушай сюда. На днях Йога заказал мне крутой ствол, полностью проапгрейдженный орел пустыни. Да не простой, мля, а позолоченный. Мой поставщик оружия просит за такой ствол артефакт светляк, ни больше, ни меньше. Слыхал о таком? Нет, не слышал. Наверное, крутой арт, если на него готовы такую пушку обменять. Бери выше, мля. Арт способен буквально на глазах поставить на ноги братка с тяжелыми ранениями. Наверное, догадывайся, что Йоге я отказать не могу. А выполнить заказ Йоги без арта не представляется возможным. Вот такая вот заковырка. Ну и ты хочешь, чтобы я этот чертов арт тебе из-под земли достал? Правильно мыслю? В точку. Мне тут сорока на хвосте принесла, что такой арт есть у отца Валерьяна. Принесешь арт, получишь ствол. Идет. Я переговорю с отцом Валерьяном. Если все срастется, то будет тебе арт. Мне что, еще и Валерьяна валить? Блин, Валерьян же это, он лидер свободных сталкеров. Или как-то так он называется. Ну, короче, блин, одиночек. Ой, блин, по темноте, конечно, шарится. Так, ну давайте быстрое перемещение. Че реально по темноте своими ногами бегать, если можно быстрым перемещением сразу к отцу Валерьяну и попасть. Хорошая, действительно хорошая придумка. Во многих модах этого не хватает. Особенно в модах, где, блин, авторы решают, что куча беготни — это охренительно круто и весело. Ну вот ни хрена это не охренительно круто и весело. Но почему-то авторы считают именно так. Так, Валерьяныч. Просто ж так он мне арт, естественно, не отдаст. Тут вообще, походу, за просто так никогда никто ничего не отдает. Текс.
Ты шо, шахтер, а? Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер-солдат. Куда чешешь? А вот и Валериан. Я к тебе по делу, Валериан. Какие к черту дела, фанат? Мы уже полдела сделали. Не понял, я что-то пропустил? А, так ты не в курсе последних событий? Говорю медленно, мы только что Прям повязали тебе Халецкого. древнегреческая трагедия. Ни хрена Живая себе. душа в За царстве что вы его смерти. так жестко? Фанат, ты же слышал наверняка, что мы работали с военными, и все шло как по маслу. Мы им деньги, они нам оружие. Иногда информацию сливали о новых скоплениях аномалий, но потом Халецкий захотел больше денег и решил с бандитами дружбу завязать. Начал продавать им информацию о том, кто из наших куда пошел. Мы сперва думали, бандюки сами пронюхали наши маршруты, а потом засекли их дела с военными. Халецкий под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство на свалку за 60 тысяч. Тут у него последнее терпение и лопнуло. Тогда ребята собрались и решили кое-кого наказать. Ну а кое-кем оказался Халецкий. Верно, один раз в неделю с охраной на УАЗике периметры объезжает. Мы устроили ему засаду в железнодорожной насыпи. Подъехал такой весь важный, но после того, как он поднялся на насыпь, мы его охрану всю положили, а его самого скрутили. Хех. Водитель у него сыкло оказался. Как увидел, что мы Халецкого в оборот взяли, так и дал дёру. Сейчас, наверное, забился в какую-нибудь дыру и носа не показывает. Не завидую ему. За то, что командира бросил, ему трибунал светит. А к нам сунется, отправим к праотцам. Кстати, можешь сходить в соседний барак, так сказать, поближе познакомиться с этой гнидой Халецким. Не до него мне сейчас, Валериан, дело у меня срочное. И, кстати, я рассчитывал на твою помощь. Что за дело? Ствол хочу себе прикупить с оптикой. Торговец просит не больше, не меньше артефакт светляк. Я краем уха слышал, что у тебя есть такой. Не дашь в долг, я отработаю. В долг не дам, а вот грязную работенку подкинуть могу. Говорит, что делать. Смотри, как только мы повязали Халецкого, Йога со своими кентами сразу же свалился ТП. Наши дозорные видели, как его банда ушла в сторону свалки. По северо-западному проходу. Догнать мы его не сможем, так как по маршруту полно аномальных полей. Идти без детектора аномалии — это верная смерть. Йога не зря с военными якшался. Наверное, такую штуку себе прикупил у Халецкого. Вот мы и решили взять под свой контроль АТП. Бандюков там осталось человек 7, не больше. Ты в деле? Можешь на меня рассчитывать. Вот и договорились. Сталкеры сейчас готовятся к атаке на АТП у аномалии под мостом. Я передам им по рации, чтобы подождали тебя. Поможешь ребятам захватить АТП, считай, что светляк у тебя в кармане. Я постараюсь не сдохнуть во время штурма. До встречи. Ай, Иди с Богом. снова захватываем АТП, но теперь с другой стороны, так сказать. Ну ладно, АТП так АТП. Вот единственное, я по темноте, блин, переть туда не хочу. Причем вообще не хочу. У меня ни ночника нормального, ни, блин, прицела нормального. Дайте мне поспать до утра, и потом пойдем геройствовать. Так, да, наверное, даже до 7 утра можно поспать. Уже светло будет. И будем геройствовать на все деньги, так сказать. Жрать, естественно, он хочет. Вот так вот. Хлебцов подприточим. И нормас. И давайте Desert Eagle протестируем. Почему бы и нет? Патронов на него до хрена так. Да, только патроны смени на биошоке. И нормально будет. Раз пистолет выдали, надо ж хотя бы с него полупить. А то, получается, зазря просто так с собой тягаю. Хотя, я думаю, каких-нибудь кабанов им валить вполне себе, он убойный. Сталкер, мы тебя ждали. Подходи. Да? Объясню, что к чему. Здорово. Здорово, я от Валерьяна. Вместе с вами буду участвовать в атаке на АТП. Какой план? Значит так, мы с ребятами будем атаковать бандюков в лоб. Отвлечем, так сказать, их на себя. А ты тем временем попробуй обойти АТП и зайти к ним с тыла. Вот и весь план. Ну что, рванули? Да, ты тот еще тактик. Да что там тактик? Бери круче, стратег, ну с богом. А я не понимаю, если честно, с другой стороны АТП, там же вроде прохода не было. Я что же его АТП оббегал? Когда ходил. Ну ладно. Вон бандюки. И что, ни в кого не попал? О, попал. Ладно, давайте попробуем с другой стороны обойти. Сказали 7 человек, а светится 11, при том, что я одного завалил как бы. Ну и где тут с другой стороны вход-то? Что-то не видно. А, вон вижу бандюк. Все, нету бандюка. И был бандюк, и нет бандюка. Отсюда, что ли? Ну да, судя по всему, отсюда. Сколько? 9 еще. Где еще, господа? Работники ножа и топора. Романтики с большой дороги. Ёлки-палки.
Ребят, вам вообще нормально? Или вы в текстурах позастревали? О, сидит себе. Не парится, так сказать. Так. Главное, теперь у нас хватит силенок, чтобы дать по шее любому. Ёлки-палки. И винчестер. Вот это у него нормально по дропу. Нужно захватить контроль над тропами, ведущими на кордон. Если дело выгорит, ни одна бандитская мразь на выстрел не подойдет к нашей базе. Так. Сюхан и Бабай, Отбойник. с кордона поперли. Говорят, сталкеров целая толпа собралась, как на демонстрацию. Короче, пора Ёлки-палки. почесать их хорошенько, чтобы крышу не забывали уважать. Так, отъебите сталкеров в первую очередь. Во вторую я все равно вас всех перевалю, если что. Да никто тебе не поможет. Никто вам, бандосы, не поможет. Кого вы лупите? Я не понимаю, блин, все ж уже квест сдан, ну типа. Так, МП5, ну, 5 мне не нужна, хотя можно продать. У этого тоже натовский стволик. Нормально так, блин, по дропу затарился. Охренеть, причем как. Ну, налета бандитов выгодная тема. Куда вы лупите? Я не понимаю. Что там, один еще внутри, что ли, где-то торчит? Ага, у меня перегруз. Ну да, блин, столько стволов набрал. Логично, что у меня перегруз. О, сидит. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то их тут слишком много оказалось. Все? Угомонились? Вроде все. Так, бинт возьмем. У тебя что было? Обрез. Наверное, он мне не нужен. Так, где тут еще трупецкие? Калаш. Не то, чтобы он мне был сильно нужен, но тем не менее. Ну, вот это, наверное, можно разрядить, выбросить. Эти сильно убитые, он все равно их не возьмет. Обрез новенький. А, ну это мой, как бы. Ну, тоже можно разрядить, но можно продать. Я буду либо отбойник юзать. А, и здесь вот такой еще дробовик есть. Ну, отбойник, конечно. Естественно, отбойник надо вычинить. И юзать его, само собой. Так, у тебя что? Бинтик заберем. И еще у нас тут 2 гасконца. Бинт забирай. И у тебя ничего интересного, да? Так, по калашам. Я вообще хотя бы допру. Ну, допру, наверное, но если так пешком, так сказать. Да, Desert, конечно, ствол неплохой. Но я все-таки привык. В одном слоте дробовик, а в другом слоте... Ух ты, даже с фосфорными насечками. А в другом слоте автомат. Desert Eagle можно будет продать. Да и это, в принципе, можно продать. Хотя, конечно, сих 550 жалковато как-то продавать. Ну, посмотрим, что у меня сейчас по этому... Как оно называется? Ой, по грузоподъемности останется. Может, и продам. Потому что сейчас уже такой себе переборчик. Кто там квакает и где? Ой, как я не люблю вот эти медленные походы с перегрузом. С другой стороны, вот сейчас я типа прохожу квест на то, чтобы взять оптику. И потом я буду штурмовать базу. Но при этом Халецкий в плену у сталкеров. Я что-то немножко не понимаю. У меня что-то сюжет немножко начинает плыть. Ну ладно, в конце концов. Хотя тоже крутой ствол с оптикой. И что мне за 54 тысячи подгонит? Мне, по сути, мне бы вот оптику либо на сих, либо на калаш. И мне бы этого хватило. Я бы как-нибудь с пулеметчиками разрулился. Без особых проблем. Но нет. Нужно именно конкретно ствол с оптикой. Какой-нибудь СВД мне впихнет. Нахера мне это СВД? Я, если честно, не знаю. Так, наверное, сначала зайдем к торговцу. Скинем весь хабар. Привет, брат. Да привет, привет. Чувак, ходьба на месте? Уважаю. Так. Тоже ходьба на месте? Тоже уважаю. Выбирай. Так, торговля. Торговля. Значит, вот это скидываем, вот это скидываем. А жеканы скидываем. Нахер они мне нужны? Ненавижу жеканы. Пару гранат. Там, наверное, все можно гранаты скидывать. У меня там уже эти лимонки есть. Патроны на Desert Eagle сбрасываем. Калаш. Сбрасываем.
Так. Еще один калаш, еще вот это, вот это, вот это. Ну, 9 косарей. Нормально наторговал. Нормально. Патроны не нужны. Энергетиков тоже, наверное, можно штук 5 оставить. У меня, в принципе, он уже и так нормально бегает. Так. Получается, один калаш Заходи попозже. в состоянии Может, не разживусь к тому чиниться. времени. Чем тебе... Так, расскажи мне о себе, бла-бла-бла, все дела. Чуть-чуть отремонтим. У тебя 2731. Да блин, ну вроде же выдадут броню, как-то жалко. Так, а вот это по-любому надо ремонтировать. И можно и проапгрейдить, потому что это, в принципе, топовый дробовик. И с ним можно до конца игры и походить. Так, отдача. Режим автоматического огня, темп огня 15. Делаем и точность. Да. Удобность, отдача. Отдачу уменьшим. Надежность, настильность. Надежность. Какая настильность у дробовика? Отдача или темп огня? Ну, на самом деле, наверное, можно темп огня увеличить. Там отдача не такая уж и критическая. Эту починить. Ладно, сих пока чинить не будем. Пусть пока будет Извини, таким. если не сильно помог. О, бегать. Бегать это здорово. Бегать это хорошо. Валериан. Ну что, дело сделано, Валериан. Как я понял, захват АТП — это только часть какого-то большого плана. Хочешь знать правду о зоне? Эх, друг мой, Представь дел себе, и я планов тоже. прямо как Давай в первый делиться. день творения. Базу до конца обустроить — это в первую очередь. Во-вторых, начнем людей к себе звать. Хотя чего их звать? Как услышат, сами потекут, вот увидишь. Люди ведь знают, что мы за правое дело. А потом, как силами соберемся, станем бандитов гнать поганой метлой. Сколько их терпеть можно, ты мне скажи. Нет им здесь места. Ну а там двинем вглубь зоны. Может, даже до самого центра дойдем. Сам знаешь, всякому сталкеру о таком мечтается. Я тебе точно говорю, впереди большие дела. Кстати, хватит вам с волком сидеть в деревне новичков, давайте к нам. За волка не скажу, но у меня немного другие планы, Валериан. До встречи и удачи тебе в твоих делах. Думаю, Такс. не так ты прост, как И кажется. чем хорош этот светляк? Восстановление здоровья 6, радиация плюс 3. Ну ладно, идемте получать ствол. Интересно, мне сейчас предложат быстрое перемещение или нет, а? Как насчет быстрого перемещения? Судя по всему, никак. Ну ладно. По крайней мере, инструмент для отпугивания мутантов уж точно появился отличный. С таким хоть на кровосисю, хоть на псевдогиганта можно сходить. И мне реально интересно, что за ствол мне выдаст привратник за 54 тысячи. Говорят, ты сталкеров вокруг себя собираешь. Есть такое дело. Мы тут решили военным отпор дать, а то они совсем распоясали. Дошло до того, что наши бандитам сдают, причем в наглую. Ну так и меня тогда запишите. У меня с ними давние счеты. Значит, завтра смогу быть у вас. Да плюс со мной еще 3 ребят. Так, Отлично, ёханый спасибо. бабай человек. Кто же-то к нам колеса катит? Я достал то, что ты просил. Не тяни, показывай. Смотри, он... Ой, вей, он родимый. Держи еще пачку патронов. Бабла за них не надо. Это бонус. Ну, как говорится, удачной охоты, браток. Удачной охоты, сталкер. Шикарная пушка, то, что мне и нужно. Я думаю, что новости с блокпоста не заставят себя ждать, привратник. Выдали рысь. Ну, рысь это, блин, модифицированная СВД. Я вот как знал. Живы блин, будем. СВДшку Пересечемся. впихнули. Ну, вот и нахер мне это СВД, а? Неудобное, длинное весло, блядь. И потом еще ее и деть некуда, то есть ее потом особо и не поюзаешь. Да и оптика самая обычная. Ну, такое себе, такое. Я рассчитывал на что-то поинтереснее. Ладно, на этом буду заканчивать серию. А в следующей серии уже пойдем на штурм блокпоста военных. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, спасибо за лайки. В общем, все как обычно. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.